Молодая медсестра пожертвовала свою почку пациенту, не зная, что он одинокий миллионер и генеральный директор. Утренний воздух был прохладным, с легким дыханием осени, когда Сара Дженнингс сошла с автобуса и направилась к больнице. Она туже обвела изношенный кардиган вокруг своей формы и быстрым шагом шла по тихим улицам пригородного района. Больница была небольшая, не сравнить с блестящими частными центрами в центре города, но именно здесь ей было место. Здесь она решила отдавать свое время, свою энергию, свое сердце и скоро свою почку. Саре, 28 лет, уже почти 5 лет работала медсестрой в больнице Westbridge General. Ее знали за спокойствие, уверенные руки и мягкую улыбку, которая появлялась даже тогда, когда мир казался тяжелым. Но то, что большинство людей не знали, это то, что когда-то она сидела в другом зале ожидания, не как медсестра, а как сестра, беззащитная, молящаяся о чуде, которое так и не произошло. Ее брат Эндрю умер в возрасте 28 лет. Болезнь поликистозных почек. Он почти год ждал донорскую почку в списке ожидания. Совпадения не произошло. Горе оставило след в ее душе, что-то опустошило внутри, но также посадило другое — решимость. После похорон Сара пошла в центр регистрации доноров и заполнила формы. Она решила стать анонимным живым донором. Не ради признания, не ради чего-либо в обмен, а просто с тихой надеждой, что где-то кому-то будет дана возможность, которой Эндрю никогда не получил. С тех пор прошло больше года, а 3 дня назад ей позвонили. Пациент находился в критическом состоянии. Терминальная стадия почечной недостаточности, редкая группа крови. Время на исходе, максимум 72 часа. Ее группа крови, О-отрицательная, делала ее одним из немногих подходящих доноров в базе данных. Голос на другом конце линии был спокоен, но настойчив. «Решать сейчас не обязательно», — сказали ей. Но она уже решила. Теперь, сидя в предоперационной, в бледно-голубом халате и подключенная к мониторам, она чувствовала больше умиротворения, чем страха. В дверь постучали. Это был доктор Кин, знакомое лицо, которому она доверяла. «Начнем через 30 минут», — мягко сказал он. «Вы уверены?» — кивнула Сара. «Я хочу это». «Хотите узнать, кто получатель?» Сара колебалась, потом покачала головой. «Нет, не ради этого я это делаю». Доктор Кин посмотрел на нее с тихим восхищением. «Ты один из самых смелых людей, которых я знаю». Она слегка улыбнулась. «Не смелая, просто делаю то, чего я хотела бы для своего брата». Пока команда готовилась к операции, Сара смотрела на потолочные плитки, считая секунды между сигналами приборов. Где-то в другой части больницы кто-то ждал. Она представляла темную фигуру, неподвижно лежащую, подключенную к диализным линиям. Легкие, тяжелые от жидкости, сердце замедлялось с каждым днем. Она надеялась, что у этого человека кто-то держит руку. Операция длилась 4 часа. Когда она проснулась, боль была острая и тупая одновременно, будто чего-то внутри не хватает, но терпимое, выносимое. Больше всего она чувствовала облегчение. В другой палате восстановления, далеко от ее комнаты, просыпался мужчина. Ричард Кол, 32 года, никогда не был тем человеком, который просил о помощи. Генеральный директор Arcadia Properties – самый молодой магнат недвижимости в регионе. Он построил свою империю на точности, контроле и молчании. Но болезнь лишила его всего этого. 2 года его тело подводило его быстрее, чем любая сделка могла исправить ситуацию. Он был на грани смерти, когда раздался звонок. Донор найден.
Врачи предупреждали его не питать слишком больших надежд, настолько подходящие совпадения встречаются редко. Но это совпадение, оно спасло ему жизнь. Он проснулся под ровный гул аппаратов, щеки снова обрели цвет, дыхание стало легче, чем за последние месяцы. «Кто это был?» — спросил он, голос сдавлен после наркоза. Медсестра подняла взгляд от его карты. Анонимная молодая женщина. Она не хотела раскрывать свое имя. Ричард уставился в потолок. Он строил башни, продавал мечты на брошюрах, покорял линии горизонта, но теперь был обязан всем человеку, которого никогда не узнает. А где-то по коридору женщина с мягкими глазами и тихой решимостью спала одна, не зная, что только что спасла мужчину, который когда-то верил, что в мире ему ничто не угрожает, даже доброта. Сара вернулась на работу через 12 дней после операции. Ее шаг стал медленнее, движение осторожнее. Резкая боль под ребрами все еще вспыхивала, если она слишком быстро наклонялась или поднимала что-то тяжелое, но она не жаловалась. Медсестры привыкли работать через боль, эмоциональную или физическую. Учишься преодолевать ее, улыбаться, идти дальше. Она улыбалась, как всегда, даже если улыбка не доходила до глаз. «Ты немного похудела, Сара», — сказала одна из коллег, проходя мимо в коридоре. «Наверное, просто еда в столовой», — пошутила она, перенося поднос с картами с одного бедра на другое. Больше никто не задавал вопросов. На самом деле, ее аппетит так и не вернулся после операции. Дело было не только в обезболивающих или физическом истощениях. В ней все еще тянуло эмоциональное течение, которое накатывало, когда коридоры опустевали. Она отдала часть себя кому-то, кого никогда не встретит, никогда не поблагодарит, никогда не спросит, все ли с ним в порядке. И, возможно, так было лучше. Но иногда, одна в комнате с инвентарем или глядя в свое отражение под резким светом комнаты для персонала, она вспоминала Эндрю. 2 года назад он сидел в том самом зале ожидания, мимо которого она теперь проходила каждый день. Ему было 28, он был саркастичен, добр и полон мечтаний. Он играл на гитаре по выходным, оставлял на холодильнике записки с шутками и называл ее «Солнышко». Даже когда химиотерапия делала его слишком слабым, чтобы улыбаться, он месяц за месяцем терпел, прикованный к машинам, живя между цифрами, уровнями креатинина, давлением, графиком диализа. Она предлагала пожертвовать свою почку, но они не подошли друг другу. Она умоляла врачей, молилась потолкам, кричала в своей машине, пока не садился голос. Но Эндрю все равно умер. И какая-то часть ее умерла вместе с ним. Вот почему она сказала «да». Не потому, что была смелой, а потому, что не могла вынести мысли о том, что чья-то сестра смотрит, как ее брат угасает. Она не хотела признания, она хотела смысла, тихого, дарящего жизнь смысла. Далеко от маленькой больницы, на просторном поместье у озера, Ричард Коул смотрел на неподвижную воду за окном. Осенний свет падал на стекло так, что озеро казалось золотым, но это не приносило ему покоя. Особняк был красив. Высокие потолки, строгие линии, просторные комнаты, наполненные тщательно подобранной тишиной. Место, за которое боролись риэлторы. Но для Ричарда это был всего лишь каркас, памятник всему, что он построил, и всему, что потерял. Он раньше представлял себе это место, наполненное смехом. Он и Натали вместе осматривали пустой участок, босиком по гравию, мечтая о семье. Она хотела собаку, он обещал сад. Но будущего так и не наступило.
Натали поздно поставили диагноз. Ее почки отказали стремительно. Не было совпадений, не было чудес. Деньги не могли купить то, что им было нужно. Он перепробовал все – частные клиники, донорские акции, даже международные контакты. Но в итоге все оказалось напрасным. Она умерла в больничной палате с видом на городской горизонт. Он держал ее за руку и впервые в жизни чувствовал свою беспомощность. Теперь, через 2 года, это была чужая рука, невидимая, безымянная, которая спасла его. Он ожидал почувствовать облегчение после трансплантации. Вместо этого он почувствовал себя маленьким. Кто-то вошел в больницу, отдал часть себя и ушел, не ожидая ничего взамен. Это потрясло его. Человек, который когда-то заключал сделки на миллиарды долларов, не мог даже найти слов, чтобы сказать спасибо. Он взглянул на почту на стойке. Письма с соболезнованиями от членов совета, которые ожидали худшего. Счета больницы, уже оплаченные элитной страховкой его компании. Все это не значило ничего по сравнению с простой истиной. Он был жив, потому что кто-то, кого он не знал, решил спасти его. И внезапно этот дар, эта анонимная милость оказался тяжелее всего, что он когда-либо имел. Коридоры больницы Стрит-Клер были тише обычного в тот четверг днем. Снаружи ветер трепал деревья, разбрасывая золотые листья по тротуарам. Внутри Ричард Коул быстро шагал рядом с председателем совета по развитию больницы, воротник пальто был поднят, солнцезащитные очки все еще на лице, хотя они уже были глубоко внутри здания. Эта программа будет покрывать полное сопровождение трансплантации для пациентов без страховки, включая пред- и послеоперационный уход, объяснял член совета, оживленно жестикулируя с папкой. «Я прочитал предложение», — тихо и ровно ответил Ричард. «Я профинансирую это». Человек моргнул, полностью не веря своим ушам. Ричард тихо кивнул. «Я не хочу, чтобы мое имя фигурировало где-либо». Прежде чем мужчина успел ответить ошеломленным «спасибо», Ричард добавил: «Просто дайте знать, когда будете готовы начать». Он окинул взглядом коридор впереди. «Я сам найду выход». Ему нужно было пространство, воздух, что-то свое. Блуждая по лабиринту больничных коридоров, Ричард остановился у узкой комнаты возле конца западного крыла. Через маленькое стеклянное окно он заметил сцену, которая заставила его полностью замереть. Внутри молодая медсестра стояла на коленях рядом с пожилым мужчиной с спутанными седыми волосами и дрожащими руками. Мужчина выглядел растерянным. Одежда была тонкой и грязной, голос почти не слышен. Но медсестра, блондинка, хрупкая, уверенная, улыбалась, подправляя кислородные трубки у его носа и нежно похлопывая его по плечу. Ее присутствие было заземляющим. Она двигалась без спешки, без осуждения. Когда мужчина внезапно сжал ее запястье, словно боясь, что она исчезнет, она не вздрогнула. Она наклонилась ближе, слушая. Что-то в том, как она смотрела на него, не просто с состраданием, а с настоящим терпением, задело что-то глубоко внутри Ричарда. Он стоял там долгий момент, наблюдая за ней. Потом повернулся и ушел. На следующее утро он вернулся, не зная сам зачем. Он сел на скамью в коридоре возле того же крыла, делая вид, что листает телефон, но время от времени его взгляд скользил к медсестринской станции. И там она снова была. Сара, движущаяся между пациентами, проверяющая карты, приветствующая коллег мягким кивком. Он узнал ее еще прежде, чем осознал.
Это была та же женщина, что и вчера, и сегодня она выглядела еще более собранной, еще более присутствующей в тихих, незаметных деталях, которые большинство людей никогда не замечало. У нее была та непоколебимая уверенность, которая так редко встречалась в его мире шума и эго. Он оставался час, затем еще час. Никто не спрашивал, кто он такой. На нем был темный худи и джинсы. Никто не смотрел дважды. За следующие 2 недели он возвращался еще трижды. Всегда садился на то же место, всегда наблюдал издалека. Сара начала замечать это не с подозрением, а с тихим любопытством. Мужчина в худи у окна, никогда не разговаривающий, не создающий проблем, просто находящийся там. Он выглядел старше большинства стажеров, моложе большинства доноров. Широкие плечи, четкая линия челюсти, глаза, всегда устремленные куда-то вдаль. И что-то в нем, возможно, его молчание, казалось странно знакомым, но она никогда не подходила. Больницы полны историй, не все из них нужно рассказывать. Однажды днем Ричард сидел на скамье дольше обычного. Звуки мониторов и тихие объявления по внутренней связи сливались в фон. Рядом с медсестринской станцией прошли 2 врача. «Все еще нет новостей о доноре?» — спросил один. «Нет, нам только сказали, что эта молодая женщина, группа крови О отрицательная, имени не оставила, отказалась от любого вознаграждения». Ричард поднял взгляд. Слова повисли в воздухе, тяжелые и звонкие. Молодая женщина, безымянная, без платы. Он посмотрел на Сару как раз в тот момент, когда она наклонилась, чтобы завязать шнурок пациенту в инвалидной коляске. Что-то внутри его груди сдвинулось. Неужели это она? Его сердце билось с вопросом, который он не осмеливался задать. Это было невозможно. Совпадение. 1000 доноров в мире, верно? Но все сходилось. У нее было такое сердце, которое спасает, не ожидая благодарности. Он оставался до тех пор, пока коридорные огни не приглушили для вечернего обхода. Потом он тихо ушел, незаметно, с сердцем, зажатым между благодарностью и недоверием. Если это была она, как он когда-либо сможет посмотреть ей в глаза и сказать те слова, что теперь лежали в горле, как камень? «Ты спасла меня». В тот утренний час коридор больницы казался холоднее, а флуоресцентные лампы резче, чем обычно. Ричард пришел раньше, спонтанно. Что-то заставило его заглянуть в трансплантационное отделение до первой встречи. И тогда он увидел ее, Сару. Она стояла у медсестринской станции, бледная, с глазами, затененными усталостью. Она потянулась к планшету, слегка покачнулась, а затем рухнула. Звук упавшего предмета испугал всех вокруг, но Ричард первым двинулся. Он бросился к ней, пока другая медсестра звала на помощь. К тому моменту, как кто-то успел среагировать, он уже стоял на коленях рядом с ней, осторожно поднимая на руки. «Я с ней», — твердо сказал он. «Вызовите скорую, не нужно, я позабочусь о ней». Никто не осмелился возразить. Не тогда, когда за каждым его словом стояли пожертвования Аркадия. Он отнес ее в частное крыло, свое личное крыло, в партнерском медучреждении через дорогу, построенном на средства Аркадия для послеоперационного ухода и программ здоровья для руководителей. Тихо, безопасно, Ричард осторожно уложил Сару в кресло в одной из палат восстановления, поправив одеяло. Она все еще была без сознания, дыхание мелкое, но ровное. Вошла медсестра с жидкостями и оборудованием для базового мониторинга. «Похоже на анемию, возможно, постоперационная усталость», — сказала она, осмотрев ее. «Я возьму анализы, но ей нужен отдых, серьезный отдых».
«Я останусь с ней», — кивнул Ричард. Медсестра подняла бровь, но не возразила, и тихо вышла, оставив их одних. Долго Ричард просто сидел рядом, наблюдая, как ее грудь поднимается и опускается. Пальцы непроизвольно дергались, хотелось что-то сделать. Но это не была конференц-зала. Он не мог торговаться за чье-то восстановление. Все же он наклонился и осторожно убрал прядь волос с ее лба. Странно, но, сидя здесь, на него постепенно спускался покой. Прошли часы. Сара пошевелилась. Она сонно моргнула, затем попыталась сесть, но движение пронзило ее бок болью. Ричард мгновенно был рядом. «Аккуратно», — тихо сказал он. «Ты упала в обморок». «Где я?» — спросила она, оглядываясь. «В палате восстановления, прямо напротив больницы». «Ты меня сюда привез», — пробормотала она, пытаясь осознать. Он кивнул. «Ты слишком сильно напрягалась». Сара отвернулась, смущенная. «Я в порядке». «Нет», — мягко сказал он, — «ты отдала что-то, что-то большое. Нельзя притворяться, что это не стоило тебе чего-то». Между ними воцарилась тишина, не дискомфорт, а признание. Она снова попыталась сесть, медленнее. В этот момент халат соскользнул, обнажив повязку у ребра. Один уголок отошел. Прежде чем она успела поправить, Ричард мельком увидел то, что было под ним. Маленький, едва заметный, но несомненный шрам. Прямо под ее ребрами, там, где у него самого. Он застыл. Дыхание перехватило. Сара посмотрела на него, следуя его взгляду, затем на повязку. Она пыталась прикрыть ее пальцами, но было уже поздно. Их глаза встретились. Ни один не говорил ни слова. «Это была ты», — прошептал Ричард. «Ты дала мне жизнь, и я даже не знал твоего имени». Сара не двигалась, не моргнула. Голос ее был почти шепотом. «Я никогда не делала это ради благодарности. Я просто хотела, чтобы кто-то жил». Слова повисли в воздухе, мягкие и непреклонные. Ричард опустил взгляд, моргая от эмоций. «Ты была причиной, по которой я проснулся», — пробормотал он. «Все это время я пытался найти человека, а ты была здесь». Сара подарила маленькую усталую улыбку. «Иногда правильные люди находят тебя в нужное время». Он медленно кивнул, все еще потрясенный не только правдой, но и тяжестью ее тихой силы. В тот момент не было громких признаний, нет драматических слов. Просто мужчина осознал, что обязан больше, чем своей жизнью, женщине перед ним, и женщина, которая отдала без всяких ожиданий, была рядом. Теперь что-то изменилось, все изменилось. На следующее утро после их молчаливого откровения Сара ожидала сдвигов. Возможно, Ричард отступит или исчезнет за стеной формальности, которую люди его круга часто использовали как защиту. Вместо этого он появился в ее мире с удивительной заботой и намерением. Все началось с приглашения. Он подошел к ней во время тихой смены, дождавшись, пока медсестры покинут коридор. «В эти выходные будет волонтерское мероприятие», — сказал он спокойно, руки в карманах. «Общинная акция по донорству органов. Мы ее спонсируем. Я подумал, тебе может быть интересно. Твое присутствие придаст мероприятию доверия». «Ты хочешь, чтобы я говорила?» — удивленно спросила Сара. «Нет», — улыбнулся он, — «просто будь там, пройди со мной, покажи людям, как выглядит сострадание». Сара колебалась, сомневаясь в истинных мотивах. Он добавил: «Это реальное мероприятие, можешь проверить объявление в комнате персонала». Она тихо рассмеялась. «Ладно, но только если я буду в форме, а не в костюме. Договорились». В ту субботу под белым шатром в парке Сара стояла рядом с Ричардом, пока люди регистрировались как доноры, задавали вопросы или зажигали свечи в память о близких.
Ричард был теплым, но сдержанным, не перетягивал внимание на себя. Он позволял Саре вести. Она была природной в общении с людьми, успокаивающая, прямолинейная, искренняя. Ричард наблюдал, как она утешала мать, потерявшую сына, обнимала пожилого мужчину, который годами ждал почку. Он говорил мало, но замечал все, и постепенно это заметила и она. На следующий день он отправил благодарственное письмо в совет больницы и скопировал ее. На день позже пригласил ее на кофе в тихое место за оранжереей больницы. Без персонала, без камер. Скоро они стали проводить больше времени вместе, не в дорогих ресторанах, а в палатах пациентов, бок о бок. Сара учила его, как осторожно переворачивать пациента, как говорить с человеком на аппарате вентиляции, как измерять боль у того, кто перестал говорить. Взамен Ричард давал то, чего она не осознавала, что нуждается – ресурсы. «Ваша клиника все еще использует бумажные записи?» Однажды спросил он с удивлением. «Приспосабливаемся», – пожала плечами она. К концу недели он помог ей подготовить заявку на грант для новых компьютеров, планшетов и обновленной инфраструктуры. Когда ей было сложно с формулировками, он упрощал текст, не заставляя ее чувствовать себя неспособной. «Ты лечишь», — сказал он, — «пусть я разберусь с бюрократией». Потом появились цветы. Каждое утро на столе у медсестринской станции стояла маленькая ваза с одной белой фрезией. Сара никогда не рассказывала, что любит белые фрезии. Ни коллегам, ни соседке по квартире. В первый раз, заметив их, она долго просто смотрела. «Тайный поклонник», — подшучивала Майя, коллега. Сара лишь улыбнулась, но уже знала. Однажды утром она нашла Ричарда у лестницы с кофе. «Это был ты?» — спросила, указывая на цветок. Он не отрицал, лишь мягко улыбнулся. «Я замечал детали», — сказал он. Сара посмотрела на него, на человека, который когда-то казался недосягаемым. Теперь он закатывал рукава, перевязывал раны, тихо стоял в коридоре после смены, словно ждя ее. Она почувствовала сдвиг внутри себя. Не было грандиозных признаний, драматических поцелуев, просто двое людей постепенно строили связь через молчание, украденные моменты и тихие жесты. И в последующие дни они вновь почувствовали то, что давно забыли – чувство принадлежности. Не из-за почки, не из-за благодарности, а потому что настоящая любовь, настоящая забота, наконец, пришли. Не как буря, а как шепот. Сначала это был шепот. Несколько любопытных взглядов в коридоре больницы. Дополнительная пауза, когда кто-то приветствовала Сару. Вопрос, замаскированный под обычный. «Так, ты и парень из Аркадия, да?» Затем появились статьи «Спаситель или карьерист», «От медсестры к заметной фигуре», «Любовь или выгода», «Миллионер-CEO связан с бывшим донором органов». Сара не ожидала их. Однажды утром она открыла шкафчик и обнаружила вырезку из таблоида с размытым фото, на котором она шла с Ричардом в саду больницы, обведенная красным. Она быстро сорвала ее, надеясь, что никто не видел, но видели. Шепоты сменились молчанием. Коллеги, которые раньше просили ее подменить смену, внезапно перестали отвечать на сообщения. Некоторые смотрели с жалостью, другие — с тонко скрытым презрением. Майя, ее единственный союзник, предупредила: «Ты ничего плохого не делаешь, но теперь ты на их прицеле. Они думают, что ты его используешь». Сара хотела рассмеяться от абсурдности. Она отдала часть своего тела, настоящую почку, еще до того, как узнала, кто такой Ричард Коул. Но миру было все равно на правду. Им были важны заголовки. Скоро репортеры начали звонить ей на мобильный. Некоторые пришли к больнице.
Один особенно агрессивный блогер раскопал смерть ее брата, преподнеся это как травматическое увлечение богатыми больными мужчинами. Это было последней каплей. Она встретилась с Ричардом в атриуме Аркадия, где они должны были пообедать без прессы. «Я не могу больше это терпеть», — сказала она, голос дрожал. «Все искажают, мою работу, мое имя, даже смерть брата». Его лицо оставалось спокойным, непроницаемым. «Я знаю, это тяжело». «Нет, не знаешь!» — рявкнула она, мгновенно раскаявшись. «Ты жил за воротами с пиар-командой, а у меня нет таких стен». «У меня бейдж и маленькая квартира». Он приблизился, понизив голос. «Тогда позволь мне построить стены вокруг тебя». Но Сара покачала головой. «Ричард, это не твоя битва. Я не хочу быть скандалом, который замедлит твою империю. Я не хочу, чтобы люди думали, что ты благотворительный случай, в которого я влюбилась». Его челюсть напряглась. «Это что, они теперь так говорят?» «Они будут продолжать это говорить», — сказала она. «И я не могу стоять в огне, надеясь, что оно не обожжет». Она развернулась, прежде чем он успел остановить. 3 дня Сара не отвечала на его звонки. Ей нужно было пространство и тишина. Больница временно перевела ее в другой отдел, подальше от медийного хаоса. Она погрузилась в работу, пытаясь снова почувствовать себя полезной. Потом пришел гала-вечер, крупнейшее ежегодное событие Аркадия, благотворительный ужин в поддержку доступного жилья и медицинских партнерств. Гости, политики, знаменитости, лидеры отрасли. Сару там не ожидала видеть. Но в тот вечер, в простом темно-синем платье, как на поминках брата, она была там анонимно. Она стояла незаметно сзади, пока Ричард выходил на сцену. Комната мгновенно стихла. Камеры поднялись, телефоны мигнули. CEO, которого все думали, что знают, затворник, гений недвижимости, человек, избегающий интервью, теперь под светом софитов. Он взял микрофон, глаза сканировали зал. «Большинство из вас знают меня как человека за Аркадия, цифры, здания, прибыли. Но год назад я умирал. У меня отказала почка, не осталось семьи, не было надежды. И тогда кто-то где-то дал мне жизнь, чужой человек». Он сделал паузу. «Этот чужой человек здесь сегодня». Все обернулись. Ричард сошел со сцены и прошел сквозь ошеломленную толпу. Он остановился перед Сарой. Ее дыхание перехватило. Он нежно взял ее за руку и вывел на сцену. Камеры вспыхнули. Тишина держалась в воздухе. «Она не просто спасла мою жизнь», — сказал он ровным голосом. «Она спасла мое сердце». Комната взорвалась аплодисментами. Не сплетнями, не скандалом, а аплодисментами. В тот момент нарратив изменился. Не из-за ее защиты, а из-за того, что он выбрал ее публично, гордо, навсегда. Спустя год все изменилось тихо, но глубоко. Утренний свет заливал новое здание фонда Life Exchange. Пространство было теплым, приветливым. На одной стене висят портреты пар доноров и получателей. Коридор второго шанса. Сара Дженнингс шла по коридору с тихой целеустремленностью. Ее бейдж теперь гласил «Директор гуманитарных программ». Она ушла из больницы 6 месяцев назад, не потому что перестала заботиться о пациентах, а потому что поняла, что может помогать в гораздо большем масштабе. Каждое досье на ее столе теперь представляло жизнь, которую можно спасти. Каждое имя — сердцебиение, за которое стоит бороться. Она все еще помнила день, когда родился фонд.
Все началось с одной беседы с Ричардом, сидя по-турецки на полу его кабинета, среди блокнотов и кружек с кофе. «А что если?» — сказала она. «Никто не должен проходить через это в одиночку». Ричард долго смотрел на нее, прежде чем ответить. «Тогда создадим что-то, что никогда не позволит им оставаться одними». И они это сделали. Вместе они основали фонд Life Exchange, некоммерческую организацию, финансирующую трансплантации для малоимущих и предоставляющую гранты на восстановление анонимным донорам. Это был первый в своем роде проект, объединяющий медицину, помощь и адвокацию. Ричард вернулся к роли в Arcadia Properties, но уже не как прежний человек. Он больше не работал по 18 часов в сутки и не держал людей на расстоянии. Он перестроил миссию компании, включив программы восстановления для послеоперационных пациентов и субсидированное жилье для семей долгосрочного ухода. Роскошь Аркадия теперь имела сознание и сердце. Каждую пятницу он без исключений приходил в офис фонда. Без охраны, без свиты, просто Ричард, закатав рукава, проверяющий заявки доноров или помогавший Саре с финансами. Он называл это «часами недвижимости души». Они работали бок о бок, не всегда разговаривая, но всегда в ритме. Тот тихий вид близости, который возникает, когда два человека однажды встретили смерть и выбрали жизнь. Люди в фонде восхищались ими обоими, но особенно Сарой. Не только за то, что она дала, но и за то, что продолжала отдавать – сострадание, время, веру. Однажды, выйдя с собрания семьи донора, она увидела Ричарда у окна, скрестившего руки, наблюдающего за городом. Он повернулся и улыбнулся ей. Невежливо, как в зале совета, а своей личной улыбкой. «Как прошел случай Рейс?» – спросил он. «Одобрен», – ответила она. «Операция назначена на следующую неделю». Он кивнул. «Хорошо». Затем, будто читая ее мысли, тихо добавил. «Мы меняем жизни, не так ли?» Сара оглядела пространство, которое они построили. Когда-то просто мечта на салфетке, теперь это было убежище надежды. «Да», — сказала она, — «мы меняем». И впервые за долгое время она верила в это всем сердцем. Поздним вечером солнце заливало сад больницы теплым золотым светом, отбрасывая пятнистые тени на каменные дорожки. В воздухе витал запах цветущего жасмина, мягкий и знакомый. Ричард Коул шел рядом с Сарой, их руки переплетены. День был долгим, встречи, звонки фонда, но эта часть была спланирована от сердца. «Я не был здесь больше года», — сказал он, проходя через арку в уединенный сад за главным крылом больницы. Сара оглянулась. «Здесь тебя привезли после трансплантации». Он кивнул. «Я помню, просыпаясь здесь, думал, что это сон. Никогда не думал, что вернусь сюда с тобой». Ее улыбка была мягкой, она сжала его руку. Сад изменился с тех пор. Скамейки новые, цветы ярче. Но в центре стоял японский клен, который она посадила. Сначала саженец, теперь дерево с красными и золотыми листьями. «Помнишь это?» — спросила она, касаясь ветки. «Я наблюдал, как ты его сажала из окна», — сказал он. «Я не знал, что это ты, пока позже. Я посадил его для новых начинаний». Ричард приблизился. Из кармана пиджака он вынул маленькую коробочку. Сара замерла. «Я хотел выбрать правильное место», — сказал он ровным голосом. Потом понял, что это должно быть здесь, где жизнь началась заново. Он опустился на одно колено. «Ты дала мне больше, чем почку», — тихо сказал он. «Ты дала мне надежду. Ты никогда не просила благодарности или признания, и все же спасла меня». Он открыл коробочку. Внутри было простое, неподвластное времени кольцо.
«Я не знаю, скільки у нас времени, но все, що єсть, я хочу провести з тобою». Його глаза встретились з її глазами. «Сара Дженнінгс, вийдеш за мене?» Сльози побіжали по її щекам. Вона сміялась, задихаясь, і прошептала: «Да, да, конечно». Он встав, вона обвела його руками. Мір замер, буто задержав дихання тільки для них. Мгновення спустя, все ще держась за руки, вони опустились к клену. Річард достав вторий саженець, сістринське дерево. Вместе вони посадили його в м'яку землю. Сара держала корінь, поки Річард утрамбовував землю. Когда они встали, он стряхнул землю с рук и указал на маленькую табличку рядом с камнем. Сара наклонилась. На гравированной серебряной пластине были слова: «Это началось не с любви, это началось с жизни». Ее глаза снова наполнились слезами, но уже не от боли, а от мира, радости, целостности. Когда солнце опустилось за стену сада, два дерева стояли рядом. Их листья шептали на ветру, живые, укорененные, растущие, как и они.